Вы на канале «Это вкусно». Сегодня готовим пасхальную выпечку. Ароматный воздушный апельсиновый краффин с цукатами и сухофруктами. Также по желанию вы можете добавить в выпечку орехи или миндальные лепестки. Итак, для теста мне понадобится 100 мл молока, 18 грамм живых дрожжей или 6 граммов сухих, 80-100 граммов сахара, 40 граммов сливочного масла, 1 яйцо, 1 желток, 50 мл апельсинового сока, цедра одного апельсина, щепотка соли, ванилин, 300-350 граммов муки, 50 граммов сливочного масла для прослойки и 200-250 граммов цукатов. Количество ингредиентов рассчитано на 2 формы диаметром 12 см и высотой 15 см. Обязательно все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Как всегда, сдобное тесто начинаем с приготовления опары. Я сегодня использую свежие живые дрожжи. Если используете сухие, то берите в 3 раза меньше. Раскрошу дрожжи в стакан, в котором буду ставить опару. Добавлю пару ложек сахара из общего количества и вливаю теплое молоко. Добавлю ложку муки тоже из общего количества. Размешиваю. Накрываю пленкой и поставлю в теплое место без сквозняков минут на 10. Обычно я всегда ставлю в выключенную духовку, в которой просто включаю лампочку. У меня на канале есть семейный рецепт пасхи. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Пока опара подойдет, я подготовлю остальное. Соединяю яйцо, желток, щепотку соли и оставшийся сахар. Взбиваю все миксером до посветления и пышности массы. Что касается количества сахара, то у каждого свой вкус. Кто-то любит послаще, кто-то наоборот. Я кладу в тесто 80 граммов сахара, но если вы любите послаще, то добавьте еще 20-25 граммов. Вот так взбилась яичная масса с сахаром. Замешивать тесто я буду при помощи комбайна, но его можно замесить и вручную. Просеиваю муку в дежу миксера. Для теста я беру 300 граммов муки, остальные 50 оставлю на подпыл. Прошло минут 7 и посмотрите, как поднялась опара. Это значит, что дрожжи свежие и отлично работают. Вливаю опару в муку. Туда же отправляю взбитые яйца. Цедру с одного апельсина. Когда натираете цедру, то снимайте только верхний оранжевый слой, иначе цедра будет горчить. Затем вливаю свежевыжатый апельсиновый сок и добавляю несколько капель ванильного экстракта. Можно также добавить апельсиновый экстракт или любой другой ароматизатор. Замешиваю тесто до объединения всех продуктов. Теперь добавляю очень мягкое сливочное масло. Я его нарезала маленькими кусочками и в 2 этапа ввожу в тесто. Вымешивать тесто нужно минут 10-15. Тесто готово. Оно мягкое, немного липковатое, но к рукам не пристает. Я не советую добавлять больше муки, чтобы тесто не получилось плотное. Слегка присыпаю стол мукой и формирую из теста шар. Смазываю емкость растительным маслом. Выкладываю тесто. Накрываю пленкой и убираю подходить, как всегда, в выключенную духовку с включенной лампочкой.
Тесто должно увеличиться в объеме в 2-3 раза. На это может уйти час-полтора. Набираемся терпения и ждем. У меня прошло чуть больше часа. Вот так подошло тесто. Оно очень ароматное и воздушное. У меня на канале есть разные рецепты заварной творожной паски. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Так как у меня будет всего 2 краффина, то я не буду делить тесто на части, а раскатаю в один большой пласт. Припыляю стол мукой, выкладываю тесто и раскатываю. Раскатать нужно довольно тонко, примерно 2-3 мм. При помощи кисточки смазываю его сливочным маслом. А затем посыпаю цукатами и сухофруктами. Я взяла изюм, сушеную клюкву, сушеную вишню. Ее я разрезала, потому что она была довольно крупной. А также у меня курага, инжир и цукаты. Состав этой смеси вы можете брать любой. Можно ограничиться только изюмом или клюквой. Также можно добавить орехи и апельсиновые цукаты. Теперь нужно свернуть тесто в плотный рулет. Острым ножом разрезаю рулет на 2 части. Выпекать краффины я буду вот в таких бумажных формах. Их диаметр 12 см, а высота всего лишь 8 см. Я хочу сделать краффины повыше, поэтому я просто добавляю в форме высоту с помощью пергамента. И теперь формирую вот такую улитку. Сворачиваю тесто так, чтобы разрезанные слои были наружу. Аккуратно укладываю заготовку в форму и закручиваю вторую. Тесто в форме должно быть не больше половины, чтобы ему было куда расти. Накрываю форму пленкой, чтобы не обветривалось тесто, и ставлю на расстойку в ту же выключенную духовку с включенной лампочкой примерно на 1 час. У меня на канале есть рецепт макового пасхального рулета. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Краффины подошли. Разогреваю духовку до 180 градусов и отправляю их выпекаться минут на 35-45. Все зависит от вашей духовки. Если вы видите, что у вас стал зажариваться верх, то можете накрыть его пергаментом.
Мои краффины испеклись за 40 минут. Я убираю пергамент. Готовность обязательно проверяйте шпажкой, она должна выходить сухой. Вот такие красавцы у меня сегодня получились. После того, как они остыли, я присыпаю их сахарной пудрой. Вот так они выглядят в разрезе. Мягкие, пушистые, ароматные и очень вкусные. Мои любимые рецепты блюд на Пасху смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!